что, привет! Сегодня я еду в Варшаву. Купила уже билетики еще, по-моему, пару дней назад, потому что невозможно было купить билеты. Представьте себе, то есть если собираетесь куда-либо, ну, хотя бы, например, в Варшаву, то нужно покупать билеты прям сильно заранее, потому что на сайте автовокзала их уже нет. Еду я с автовокзала, в такой вот маленькой маршрутке сейчас поеду. Только это не на мое время, моя следующая. У меня, судя по всему, вон так. Билетик стоит чуть больше 500 рублей там за сборы и так далее. Ну, грубо говоря, там что-то в районе 550, ну или около того. Все проходят на вокзал, потом вот в такую закрытую территорию все заходят для того, чтобы уже распределиться, ну, как везде, в общем, как везде, по автобусикам. Сейчас сядем, наберемся, все придем и поедем. Буду немножко поснимаю вам дорогу, чтобы показать. На самом деле там очень красиво, это гористая местность, находится она в Тункинской долине, можете погуглить, на самом деле очень красиво. И все, жду свою маршрутку, вот и поедем. Обратно прям жесткий серпантин, ну, дорогу. Ну что, нам все-таки водитель дал 20 минут. Нет, спасибо. Дал 20 минут. И люди замечательные. Чтобы мы сходили и перекусили в туалет и все такое. Туалет, кстати, платный. Мы, по-моему, в Култуке все еще находимся. Посмотрите, какие потрясающие виды. Вот люди выходят, и у них такой вид. Вообще супер. И здесь везде будут горы. Что нужно будет, наверное, зайти в кафе, может, кофе взять. Раз уж нам 20 минут дали на прогуляться на свежий воздух. Хотя, в принципе, не обязательно было ехать до Ашаны всего 3,5 часа, поэтому вполне можно было добраться. Но техническая остановка вполне хороша. Ну что, ребят, приехала. Смотрите, какой классный горный козел. Но на самом деле он должен быть на фоне вот этих красивых гор. Пойду сейчас гулять. Сразу по приезду здесь вот конечная станция автокассы, что ли, называется. Сейчас я вам покажу. Да, вот написано автокассы. И вот маршрутки прямо рядом останавливаются. И можно вот сразу, это как местные жители чаще всего как раз сдают жилье. Вот можно спокойно раз и договориться о ночлеге. Ну, я приехала на одну ночь. Я думала, будет маршрутка вечером, но ее не оказалось. Поеду я завтра в 2 часа дня. Билетики я, конечно, заранее купила, но билеты очень сложно покупать, поэтому прям сильно-сильно заранее советую. Вроде солнца яркого нет, а вот как будто что-то светит в глаза. Итак, что, идем гулять, интересно. Я сейчас буду вспоминать, была я здесь 1000 лет назад, даже не 5, наверное, может, лет 7 назад была. Поэтому сейчас хотелось бы вспомнить, что где находится. Ну, пойду водички попью. Здесь природная газированная водичка минеральная, она очень полезная, поэтому иду. Да, вот в ту сторону как раз улица продолжается. И будет еще поворот. По-моему, где-то возле поворота там начинаются так называемые достопримечательности. Ну, таежные вкусняшки. И всякие сувенирчики. И нужные вещи, которые чаще всего либо забываются, либо теряются. Санаторий Аршан, кстати. Кайфово. Тут много что есть, кстати, можете погуглить. Там я даже прочла, пока шла, был веревочный парк в том числе. Но мы по бюджетному пойдем отдыхать, мы тут уже все знаем. Санаторием нас не напугать. Как вот вам вот такой вот вид? Здорово, а? Идешь по дороге, елки классные, красивые, а? Лохматенькие. Где-то здесь еще ручеек бежит. Я прям слышу. Вот он хорошенький. Сейчас покажу. Вон он, маленький ручеек. Но я сейчас пойду
Видите, домик какой милый. Я сейчас пойду туда. Я хочу на источник. Там прям такой приятный газированный вкус, я помню. Сейчас проверю, что я там запомнила. Тут есть даже ночной клуб, бильярд. Что-то эффектное, где клевая музыка поет. Значит, такая резкая цивилизация сразу. Кофе с собой, мороженки, вафельки, йогурты. Как-то кафе. Какое-то прикольное. Я все-таки хочу в ту сторону дойти. Тут есть Алтанхан, бурятская кухня, всякие сувенирчики. Вот это, кстати, тоже интересная кафешечка. Открытая. Но я дойду, куда я хотела. О, Сбербанк, кстати, здесь тоже есть. Так что, ребята, цивилизация присутствует. Тут уже конкретно сувенирчиков миллиард целый. О, как все интересно. Тут целый комплекс. По-моему, где-то здесь в прошлый раз мы в кафешку ходили. А, вон там тоже кафе есть. Ну что, сейчас пойдем искать, что тут есть интересного. А, все бутылочки продают, потому что здесь источник рядом. Все понятно. 80 надо. Что это меня туда понесло? Вон туда пошли. В общем, я уточнила, что к источникам идти туда. Такой рыночек большой. Кафешки все здесь. Поэтому развернулась я 180 градусов. Пойду, найду, где присесть и бурятской кухни покушать. А вот я туда и пойду. Сейчас узнаю, что они там предлагают. Ну что, обед у меня будет с потрясающим видом на горы. Заказала я позы и... Господи, я забыла опять название этого напитка. Сейчас пойду посмотрю. Я посмотрела, как называется. Зутран называется. Сейчас принесут, покажу, как он выглядит. Он на самом деле такой специфичный. Его не каждый сможет попить, но он классный. Ну что, ребят, конкретно бурятское блюдо. Я, как всегда, 3 позы заказываю, потому что 4 мне много, а 2 мало. Мой стандарт. И вот их национальный это чай. Он прям такой с масличком, здесь пшеничка, еще что-то. В общем, на вкус он такой. Сейчас буду пробовать, потому что я уже забыла. И потрясающий вид. В общем, я объелась. Надо было брать 2. 3 тоже много. Я, в общем, пью этот напиток. Он немножко соленый, такой молочный, с маслицем. И что-то там пшеничка такая, как, знаете, как пережаренная. Такой необычный вкус. Если, например, соленое не пьете, лучше не берите. А если нормально к соленому относитесь, такой слегка соленоватый. Вкусно. И прям насыщенный такой вкус. И мне кажется, его попьешь и кушать потом долго не хочется. Ну, конечно, и молоко, и масло, и пшеничка, и все подряд. Вкусный. Сейчас досижу, допью и пойду в источники. Ну, там, на самом деле, местные достопримечательности буду смотреть. Здесь немного все переделали. Смотрю, чуть-чуть по-другому все стало. И рыночек очень длинный, такой большой. Лет 100 тысяч лет назад, когда я здесь была последний раз, такого не было. Здесь сейчас все немножко по-другому. Более цивильно, интересно. Ну, сейчас посмотрим. У меня такое чувство, что сейчас дождик пойдет. Мама. Смотрите, какие интересные сувениры. Ну, хотя это даже уже не сувенир, это посуда. И такой длинный рыночек. Я была здесь последний раз. Этого рыночка здесь именно не было. Прям такой большой-большой. А вот там милое местечко, там мы просто отдыхали. Ну, там реально такое место, как отдыхать, но на самом деле, наверное, это все-таки не для отдыха. Но мы там что-то отдыхали. И там вон Будда сидит. Смотрите, какое интересное место. Лавочки можно сейчас посидеть. Там мишки. Ну-ка, ну-ка. О. Все, это те, кто хоть что-нибудь в этом понимает. Я могу только вот так постоять и показать. Интересно так. На фоне таких красивых гор. О, а это уже... Вот такое я все люблю. Потому что зимой
минус 40. Очень помогает, я вам скажу. И, кстати, в таких тапочках дома ходить очень классно. О, они шерстяные. В них ничего не холодно. Здорово. А так вроде сувениры обычные, ничего чересчур особенного не вижу. Если что-нибудь интересное вижу, покажу вам. В общем, такое чувство, что уже начинается дождь. Я знаю, когда приехать надо. Вот там есть река с той стороны. Не знаю, как туда пройти. Там все огорожено. И вообще, тогда, когда я здесь была, я там еще рядом загорала. Ну, как бы у меня купальник, конечно, как всегда с собой. Толку от него никакого. Но, смотрите, какая красота. Судя по всему, сейчас опять будет. Ну, зря я взяла. О, картинки эти красивые. Ну-ка. Смотрите. Вот они, сказки Байкала. Классно. Смотрите, сколько чаев. Малиновый лист, тяга. Это вот для меня сложно понимается, но вот все остальное как-то попроще. Ой, иван-чай. Иван-чай люблю. Это все, что я знаю. Вот эти клевые. Обожаю. Что я там дойду до источников-то или меня дождь зальет? Придется, наверное, одеваться уже. Настя Беляков просто так не возьмешь. Короче, благодаря маминым стараниям я в плащике. Но под дождем, да, кайфово, конечно, идти на самом деле. Он еще такой длинненький, в нем кайфово, классно, ребята. Советую, приобретайте, вещь хорошая. Я, может быть, конечно, дойду наконец-то. Это где тут у вас все есть? Господи, меня дождем заливает. Умру, но дойдут. Все назад идут, я туда. Я, короче, еще, ну, как обычно, вот, ну, как всегда, я даже не взяла во что налить. Ну, ладно, сейчас бутылочку тут купим. Тут бутылочки на каждом шагу продаются. И главное, я прошла уже 100 раз и думаю, ну, следующий возьму, ну, следующий. А сейчас иду, думаю, тут вообще бутылки еще продают, нет? Ладно, иду, тут недалеко. Совсем уже рядышком мы стали. И вот, что ты так говоришь, где продают? Слава богу, бутылки продают, ура! Ну вот, я вообще понять не могу, то ли еще идет дождь, или уже не идет дождь. Ну, в общем, продали мне бутылочку 30 рублей литровую. Из чего она, я не знаю. Золото, наверное. Все, пошли смотреть. Священное место. Красивый, милый мостик. Типа селфи можно сделать. Вот видите, все перегорожено к реке. В общем, вот сидит маленький мальчик. И здесь можно набрать воды. Ну, как по всему видно, минеральная, да. Дальше там река. Знаете, я забыла, в каком году здесь произошло печальное событие. Вот эти все камни с гор попадали. Их дофига здесь падало, что даже некоторые дома были завалены входы. И, видимо, это сильно повлияло, как я сейчас понимаю. Потому что, ну, все было не в таком печальном виде, если честно. Если я найду фотографии, я вставлю, как было, когда приезжала я. Не знаю, будет ли у меня там указан год, но все было лучше. Ой, ну как всегда, я вот приду, вот только что там никого не было, 50 человек. Ой, пойду куда-нибудь свежий воздух подышу. Видите, какой красивый вид гор. Ну что, пойдем наливать. Интересный мальчик. Сейчас попробую, что за водичка. Когда я здесь была, было 2 вида воды. Одна была сильно газированная, вторая нет. Сейчас посмотрим, какая здесь сейчас. Сейчас сяду на этот камушек. Ой, села я, ага. Так, ну что, пробуем. Сейчас я скажу, много ли изменилось.
вкусненькая, слабо газированная такая, знаете, природа, слабо газированная водичка. Я вот на моем веку, я помню, два, еще раз повторюсь, вида было. Одна вот как раз была сильно газированная, мы ее там много что-то набрали, так в ней дождь заливает, и все, что за погода сегодня. Видимо, особо не оправились они после того камнепада. Вот просто вот эти вот булыжники, они падали сильно. Прям всходила горная река, вот и с ними все, вот эти булыжники валились просто с гор. Я понимаю, да. Здесь были беседки красивые, может быть, вот это что-то осталось, не знаю. Ужас, конечно. Вот здесь как раз, видите, как две горы. Вот здесь было красиво фотографироваться.